Четвертая серия получила еще одну модификацию вдобавок к дизельному и бензиновым двигателям. Теперь доступна электрическая версия BMW, она называется i4. Более того, доступна модификация, которая встает в один ряд с гоночными и спортивными автомобилями M. Обо всем этом мы поговорим сегодня. Несмотря на то, что i4 построена на одной базе с четвертой серией, это все-таки электромобиль, и, соответственно, у него доработана аэродинамика, которая начинается во фронтальной части, и начинается она с решетки радиатора. Решетка здесь практически закрытая, кроме нижней части, причем нижняя часть закрывается активными заслонками, которые открываются только в том случае, когда электрическим компонентам под капотом требуется дополнительное охлаждение. Если сравнивать с BMW iX, решетка здесь немножко другая. Она не имеет радар-сенсоров и дополнительных датчиков за собой, соответственно, она не имеет эффекта самозаживления и не имеет подогрева. Но, тем не менее, общая концепция и дизайн идентичны. Воздухозаборники по краям бампера имеют функцию выдувания воздуха из колесных арок. Из-за вращения колеса под аркой создается избыточное давление, и этот воздух нужно как-то выдувать. Выдувается он при помощи жабров, которые далее направляют воздух вдоль кузова. Обратите внимание, что отличительной чертой четвертой серии в кузове Gran Coupe являются ручки, которые сделаны за подлицо с кузовом. Но в отличие от iX, они поднимаются вверх, чтобы открыть дверь. Еще одна отличительная черта кузова Gran Coupe – это то, что двери сделаны безрамочными. Дизайн дисков намеренно сделан так, чтобы уменьшать возмущение потока воздуха. Это 20-е диски BMW Individual. Вы также можете заказать диски меньшего диаметра, причем есть диски, которые имеют специальные вставки, чтобы минимизировать возмущение воздуха вдоль колеса. Далее воздух переходит в задний бампер, где вы можете увидеть массивный диффузор. Этот диффузор заменяет классические выпускные патрубки, которые здесь не нужны, так как это электромобиль. Этот диффузор добавляет агрессии автомобилю и делает машину визуально шире. Ну а как же без спойлера? Маленький, но невероятно эффективный спойлер не только создает прижимную силу на задней оси, но также улучшает в целом аэродинамику автомобиля. Вы можете выбрать опциональный пакет M-Carbon, где задний спойлер будет заменен на карбоновый. Также вы получите карбоновый диффузор, а также жабры и в передней части в бампере крайние впускные отверстия. В базовом оснащении i4 в модификации eDrive 40 имеет фирменные голубые акценты BMW iBlue. К ним относится решетка радиатора с окантовкой, также жабры с планкой, которая идет вдоль порога, ну и окантовка заднего диффузора. Если же вы хотите заменить эти синие акценты, то вам следует выбрать черную решетку радиатора, и тогда акценты поменяют свой цвет на глянцевый черный. Перед вами модификация M50, то есть автомобиль M-Performance, а им свойственны детали, окрашенные в цвет серый цериум. Если же вы захотите тоже убрать этот цвет, вы также можете выбрать опциональный пакет расширенной окраски M-Shadow Line, и тогда вы получите все детали, окрашенные уже в глянцевый черный. А вот кожух и зеркал поменяют свой цвет на цвет кузова. Касательно динамики вождения, машина управляется просто невероятно классно. Благодаря своей подвеске, кстати, здесь стоит на модификации M50 адаптивная подвеска M, которая имеет отличные настройки от базовой подвески. Подвеска здесь, что адаптивная, что стандартная, имеет пневмобаллоны исключительно на задней оси. Это нивелирует вес самой батареи и самих электрических компонентов, а также добавляет комфорта для задних пассажиров. Ну а спереди вы, как водитель, довольствуетесь двухрычажной классической подвеской. Так вот, возвращаясь к рулежке. Рулевая рейка здесь короткая, потому что здесь стоит вариабельное спортивное рулевое управление. Что это значит? Ваш руль наполняется жесткостью при увеличении скорости. А на парковках, либо где-то в городе, где вы двигаетесь с маленькой скоростью, для улучшения маневрирования руль становится максимально легким, и у вас уменьшается количество оборотов руля. То есть, по сути, вы можете на трассе, либо на серпантинной дорожке, как здесь, наслаждаться управлением автомобиля без перекладывания рук. Тормоза здесь отдельная песня. На выбор вам доступны тормоза M-Sport,
которые мощнее, более термоустойчивые. Но и опять же, здесь свою роль играет рекуперация автомобиля, которая позволяет вам ехать в режиме одной педали. То есть электромоторы помогают тормозной системе дотормаживать. В режиме драйв это не так сильно ощутимо, а вот если вы перейдете в режим B, то автомобиль у вас превращается в однопедальный, если можно так сказать. Вы притапливаете и перед поворотом просто отпускаете педаль газа. Машина тормозит и ввинчивается в поворот. Ну, честно, можно утюжить просто поворот. Поворот за поворотом, и машина не устанет. Более того, интересно, что только для М50 предлагается такая опция, как дополнительное охлаждение тормозов, которое идет исключительно со спортивными шинами. То есть, если вы решите использовать электрическую М50 на гоночной трассе, утереть нос бензиновым автомобилем, вы не будете переживать за то, что ваши тормоза поплывут. Здесь стоит электрический привод 5-го поколения BMW eDrive. К нему относятся батарея, электродвигатель, управляющая электроника и система быстрой подзарядки. Электродвигатели здесь с токовым возбуждением, без использования в производстве редкоземельных металлов. Сразу скажу, что технология eDrive 5-го поколения, она славится тем, что, во-первых, она компактная, легкая, опять же, повторюсь, без использования редкоземельных материалов. Батарея, к тому же, еще и на 90% может быть переработана. Сама же батарея, она расположена просто в идеальном месте автомобиля. Это в колесной базе между передней и задней осью. Батарея расположена очень низко, из-за этого автомобиль имеет очень низкий центр тяжести. Сами компоненты электрической системы находятся в колесной базе на передней и на задней оси. Это управляющая электроника, это непосредственно сами электродвигатели. Благодаря этому развесовка у автомобиля 50/50. И вот это все вкупе дает вам невероятную управляемость вот в таких вот местах, как здесь серпантин, где машина просто едет как утюг по этим дорожкам. КПД электрической системы такой же, как у iX, имеет 93%. Это невероятно высокий показатель. Машина невероятно эффективная. И все, что здесь сделано в электрической системе, оно полностью направлено на то, чтобы увеличить запас хода. И, соответственно же, так как это BMW, повлиять на динамику вождения. Касательно самих электродвигателей, у нас доступны для i4 две модификации. eDrive 40 – это модификация, которая имеет исключительно задний привод. Здесь мощность машины 340 лошадиных сил. До сотни она разгоняется за 5,7 секунды. Ну а спортивная версия i4 – это M50. Это первая машина, которая была выпущена подразделением M в электрическом формате. Но это не полностью M-ка, это модификация M-Performance. Она имеет полный привод, соответственно, два электромотора, по электромотору на каждую ось. Суммарно эти моторы выдают 544 лошадиные силы. Причем в эти 544 лошадиных силы еще включен режим Sport Boost, который добавляет дополнительных 50 лошадиных сил. До сотни такая машина разгоняется за 3,9 секунды, что сравнимо с M3, M4 версии Competition. Очень круто в электромобиле то, что весь его крутящий момент доступен абсолютно в любом диапазоне. Если, например, вы возьмете бензиновый либо дизельный двигатель, если у дизеля момент доступен только снизу, у бензинового, чтобы получить всю мощность или топовую кривую крутящего момента, вам нужно раскручивать мотор. Здесь же не нужно этого делать абсолютно при любом режиме. Едете ли вы по ровной дороге, едете ли вы в горку, едете ли вы вниз, сколько ли у вас человек, неважно, машине абсолютно все равно. Вы просто притапливаете газ, и она выдает вам максимальный крутящий момент. Дальше уже вы наслаждаетесь рулежкой и ввинчиваетесь в поворот, как по рельсам. Никакого сноса ни передней оси, ни задней оси. Кстати, на i4 установлена фирменная система ARB, которая отвечает за пробуксовку колес. По типу как у M4, здесь систему управления пробуксовкой колес вынесли из блока DSC. Это позволило сократить время реагирования системы на пробуксовку колес почти до 10 раз.
И если, например, раньше автомобиль реагировал на снос передней либо задней оси при помощи системы курсовой устойчивости, то здесь сначала в действие вступает система АРБ, система ограничения пробуксовки колес. И только уже тогда, когда машина не справляется с тем, что она начинает скользить в повороте, неважно какой осью, система DC уже начинает подтормаживать колодками. Да, эта машина имеет операционную систему BMW 8-го поколения, но кластер здесь остался от текущих моделей BMW, скажем так, в классическом его виде, где режимы вождения Driving Experience Control все еще имеют 3 кнопки. Это Eco Pro, Comfort и Sport. И, как я уже упоминал, в режиме спорта есть еще дополнительный режим, который называется Sport Boost, который добавляет 50 лошадиных сил, но это не плюс к 544, а это включено в 544 лошадиных силы. Так вот, возвращаясь к режимам вождения и опции Iconic Sounds Electric, которая делает вам звуковое сопровождение во время вождения, вы слышите какой-то звук. Для тех, кто не любит полную тишину, а хочет получить какую-то озвучку того, что вы делаете, вы, переключаясь между режимами вождения, получаете разные характеристики звука. От более спокойного вы слышите какой-то такой отдаленный гул, что-то похожее на полет космического корабля, либо же он усиливается, если вы выберете режим спорт, и становится более таким агрессивным. Интерьер BMW i4 идентичен с моделями с двигателем внутреннего сгорания, в отличие от одной огромной детали. Когда вы садитесь на водительское кресло, вам в глаза бросается огромный изогнутый дисплей BMW Curved Display, который имеет 2 дисплея. Один — это щиток приборов размером 12,3 дюйма и центральный дисплей размером 14,9 дюймов. Плюс ко всему, это система BMW 8-го поколения, то есть она позволяет избавиться от небольшого количества кнопок в интерьере, поэтому тот блок кнопок быстрого доступа теперь имеет другие кнопки совершенно, а блок климат-контроля имеет другие воздуховоды и лишился дисплея, потому что управление климат-контролем теперь перекочевало полностью в электронный мир. Для обивки интерьера BMW i4 доступна огромная линейка материалов. Ткань Sensatec, Alcantara Sensatec, кожа Vernasco, кожа Merino расширенная и кожа Merino полная. Четвертая серия в кузове купе и Gran Coupe имеет идентичную колесную базу. В кузове Gran Coupe инженеры просто добавили 2 двери, облегчив посадку на второй ряд кресел. Огромным преимуществом такого типа кузова является то, что он имеет огромный багажник, аж 470 литров, с возможностью его дальнейшего увеличения до 1300 литров путем складывания спинок заднего кресла. Причем спинки заднего кресла можно разделить в пропорции 40-20-40. Версия M50 имеет полный привод. Он называется X-Drive, но это уже электрический X-Drive. 35 лет назад BMW презентовала миру систему полного привода, интеллектуальную систему полного привода X-Drive, которая являла собой концепцию вариабельного крутящего момента между передней и задней осью. То есть машина могла распределять при помощи раздаточной коробки, соответственно, и кардана весь этот крутящий момент. Сейчас же в электрическом формате вам не нужен ни кардан, ни раздаточная коробка. На их месте здесь стоит батарея. То есть, по сути, у вас передняя и задняя ось, они отделены друг от друга. И полным приводом теперь полностью управляет электроника. При помощи различных датчиков она контролирует, когда и на какое колесо и на какую ось нужно передавать крутящий момент. Это проще, это быстрее. Вы максимально быстро получаете реакцию на изменение дорожных условий. Неважно, едете ли вы по сухому асфальту, входите в быстрый поворот, либо же попадаете на какие-то мокрые участки или, скажем, частично сухой, частично мокрый участок. Система просто за доли секунды реагирует и
выравнивает автомобиль, ведь основное назначение системы X-Drive это была безопасность и динамика вождения на максимальном уровне, чтобы весь крутящий момент, вся мощность двигателя были эффективно реализованы на колесах. М50 это, да, конечно, автомобиль M-Performance, но он отличается от бензиновых своих собратьев в модификации M-Performance. Конечно, в нем присутствуют такие очень важные элементы для спортивного автомобиля, как настроенное шасси по-спортивному, настроенное рулевое управление, мощная тормозная система. Но не нужно забывать о том, что это все-таки электромобиль, и ведет он себя по-другому. Это совершенно новая реальность, к которой BMW нас постепенно приучает. И в будущем даже спортивные машины будут либо электрическими, либо гибридными. М50 i4 – это первый шаг в направлении электрических спортивных автомобилей. Если хотите динамичный, драйверский, спортивный автомобиль в электрическом формате, выбирайте М50. Запаса хода у обоих модификаций, у E40i и у M50, хватает более чем на 500 километров. Если быть точным, 590 километров сможет проехать eDrive 40 и 510 M50. Чтобы зарядить эти машины, у вас есть три опции. Первая опция – это вот такая вот зарядная станция Ionity, которая имеет максимальную мощность в 200 киловатт. И эту же мощность берет на себя бортовая электроника автомобилей. За 10 минут при помощи такой зарядной станции вы можете пополнить запас хода аж на 164 километра. Но если же вы будете заряжаться от 10 до 80%, то это у вас займет около 30 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы приехать, поставить автомобиль на зарядку и пойти пить кофе, либо перекусить что-нибудь. Ну а если же вы хотите заряжаться где-то дома, либо в офисе, для вас доступны решения в виде wallbox, либо мобильного зарядного кабеля. Эти устройства имеют мощность 11 киловатт и зарядят ваш автомобиль до 100% за 8,5 часов. Подводя вкратце итог, BMW i4 это настоящий классический заднеприводный BMW в модификации eDrive 40 и настоящий спортивный автомобиль в модификации M-Performance M50. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, и напишите в комментариях, какая из модификаций i4 вам понравилась больше всего.